То есть я опубликовал, короче, карту аланского, предполагаемого аланского государства, так как мы его видим в тех границах, которые мы его видим. После этого последовала бурная реакция моего оппонента и вызов на дебаты. Ну окей, мы к дебатам готовы, никаких проблем с этим нету. Аланское государство исторически имело место быть, оно было отмечено на множестве карт, как и аланский народ, собственно говоря. Мы не считаем необходимым во все подробности всех посвящать, да, того, как мы будем вести внутреннюю политику и о том, как мы будем экономическую политику вести. Но кое-какие общие черты я могу обозначить уже сейчас. Это в первую очередь будет государство, в котором будут сочетаться демократия, прямые выборы, элементы социализма даже, вот, и либерализм и капитализм. То есть мы будем брать лучшее от всех течений, и это будет такой синтез, который позволит нам находиться всегда в благоприятной экономической ситуации и в благоприятной политической ситуации. Что еще? Итак, в нашу сторону от оппонентов очень часто поступают такие комментарии, что якобы мы не способны, якобы мы без них не справимся и так далее. Но как же так получалось, что наш народ исторически справлялся и без них, и даже когда они, наши соседи, были уже полностью захвачены Российской империей, мы все еще продолжали самостоятельную жизнь. И ни у кому не жаловались при этом, и ни у кого ничего не просили. Так вот, челобитных не писали и так далее. Что здесь меня больше всего интересует на этих дебатах, это то, во-первых, почему, собственно говоря, оппонент вообще решил, что он имеет возможность или право нам как-то навязывать свой проект, который в нашем народе не имеет ни малейшей популярности, и говорить нам, как мы будем действовать. То есть для меня это, я считаю это возмутительным, в принципе, это противоречит вообще международному праву, в принципе. И если проект моего оппонента, который называется Черкесия, является таким демократичным, то по какой причине в таком случае в нем не предусмотрено право выхода из этого проекта без участия в нем вообще? То есть почему наш народ включается на их карты, на их картах наша территория включается огульным образом в территорию так называемой Черкесии, тогда как мы никогда не являлись частью какой-то другой государственности. Так и более того, сама Черкесия никогда не была единым государством, ни одного дня в своей истории. Вот. Поэтому для нас это очень странно, как минимум. Но и это создает определенную угрозу стабильности и
вообще в целом безопасности нашего народа. Ну, не только нашего народа, в целом даже региона, я бы сказал. Я думаю, в ходе дебатов мы еще многие вопросы поднимем. Вот. А сейчас я скажу вот что. Наш народ на двух референдумах заявлял о том, что желает жить отдельно от Кабарды и от Хабезского района, называемого Черкесией. Вот. И я уверен, что и сейчас наш народ особо с тех пор позиции не менял. Вот. Как они себе представляют включение нашего народа без нашего позволения в свой проект, это отдельная тема для разговоров, я так думаю. Ну, у меня пока что все. Я в ходе дебатов дальше продолжу. Хорошо. Даем право голоса Беслану. Прошу, твоих 10 минут пошли. Беслан, прием. Ой, включен микрофон. Значит так, моя позиция состояла в том, что, на мой взгляд, э, было бы более прагматично войти карачаевцам и балкарцам в состав черкесского государства. Ну, основываясь хотя бы на том опыте, что мы поговорили с представителями движения независимой Кубани, посмотрели. В едином государстве жить легче, легче защищать права, и это исторически уже сложившаяся земля. Тем более, что многие жители Кубани сегодня сами признают, что во многом у них меняется менталитет, и им комфортно жить в соседстве с черкесами. Признаться, до прошлой недели мне было интересно иметь Алана в качестве а, партнера по политическому процессу. Мне казались интересными его идеи, его политические позиции. Однако на прошлой неделе он позволил себе высказывания, которые, честно говоря, положили конец иллюзиям. Конкретно с этим человеком мне разговаривать по большому счету не о чем. Однако, вот если говорить дальше, то тут возникают вопросы в отношении карты, которую предоставил Таулан. Насколько я понял, он собирается и Черкесск ввести в состав так называемой Алании. На самом деле в Черкесске карачаевцы не составляют большинство населения. Как бы ни было, в Карачаево-Черкесии, нынешней республике, ни одного этноса нету большинства. Так что, если он рассчитывает взять большую часть Карачаево-Черкесии, этого реально не будет. Реально этого не будет. Плюс еще будут разбирательства, конечно, судебные по поводу того, кому принадлежат те или иные земли. Вот. Второй момент – это карта Кабардино-Балкарии. Вот нам вообще интересно. В эту карту Алании внесены так называемые Зольские пастбища, пастбища отгонного скотоводства. Это были общие пастбища. Там во многом, конечно, сыграл фактор и древних отношений, и исламский фактор, который указывает то, что пастбище, вода и огонь не должны принадлежать никому.
Так что после того, как на Кавказе начало распространяться христианство, пастбища отгонного скотоводства принадлежали фактически республике. Там любой мог выпасать скот. Далее, в том же Зольском районе часть этих пастбищ там была заселена карачаевцами по договору между прежним главой республики Валерием Коковым и тогда еще Владимиром Хубиевым. На том основании, что дали возможность попользоваться, однако там построили уже какие-то поселения, но это поселение где-либо совершенно не значит, что там может быть проведен референдум об отделении. Например, я черкес, проживаю в Тбилиси, и я, допустим, скажу, что вот смотрите, я тут живу в этом доме, этот дом отделяется вместе со мной в отдельную Черкесию. Такого не бывает. Всегда есть какие-то имущественно-правовые отношения, которые должны быть урегулированы. А, Я боюсь, что когда эти отношения будут урегулированы, карта, на которую смогут претендовать Карачай-Балкары, мало чем м, будет мало что общего будет иметь с той, которую представил нам Таулан. Далее, э, та республика, которую он пытается организовать, если там не брать Черкесск, на который, я надеюсь, он не претендует, то там нету ни одного, простите, лечебного заведения, было бы отделение травматологии, было бы отделение кардиохирургии, нейрохирургии. То есть, если это происходит, фактически он обрекает свой народ на очень долгое э, отсутствие должного медицинского обслуживания. Там и сейчас при России, которая имеет какие-то федеральные программы, выделяет что-то регионам, состояние медицины в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии просто отвратительное. Почему, собственно, тоже один из факторов, почему мы хотим отделиться от России. Вот. И в такой еще момент. Таулан забывает, что я-то родом с Абхазии. И я просто видел, как трудно строить малому народу, и не 500 тысяч человек, как говорит Таулан, а всего 300 тысяч вместе с карачаевцами и балкарцами, а, которые собираются строить там государство. 300 тысяч человек. То есть общество будет поделено по кланам, никакой работы правоохранительных органов там быть не может, потому что не смогут фактически близкие родственники арестовать близких родственников, как это мы наблюдаем, допустим, в той же Абхазии. Вот недавно, 9 мая, в Абхазии убили человека. За что убили? Отомстили за то, что он убил человека, за то, что тот убил двух воров в законе, хотя сам был вор в законе. А, Если, если Таулану так нравится такая модель государства, ну, придется проводить референдум, и вот такой вот каменный мешок там будет. В отличие от Аулана, я говорю о том, что каждому человеку будет дело до того, что происходит в Черкесии, как тут соблюдаются права человека, как тут проходят демократические процессы. В отличие от Аулана, я как-то занимался международными вопросами. Каждый год я готовил репортажи по отчетам Госдепа США в отношении прав человека в Грузии, сравнивал с тем, как это происходит в России. Никто не упрекал Госдеп США в том, что он вмешивается в дела Грузии. Все европейские страны были только рады тому, что наблюдают за тем, как защищаются права человека. Если Таулану этого не нужно, большой вопрос. Вот, зачем всем остальным как бы признавать это государство, иметь с ним отношения, если
Они говорят: «А не суйтесь нам с вашими правами человека, у нас тут есть свои права человека». Простите, это то, что мы наблюдаем у господина Путина и у господина Ким Чен Ына. Если если хотят строить Северную Корею, ну, мы бы не хотели этого, но как бы vox populis vox Dei. Правда, какой популис и какой Dei. У меня все. Хорошо, спасибо, Беслан. Теперь мы начинаем работать по механизму 5 минут. Прошу, Тавлан, тебе слово. Ну, в общем, я хочу сказать так. Мой оппонент, во-первых, не ответил на мой вопрос, который был прямо задан прямым образом. Вот. Это вопрос касательно того, по какой такой причине мы, аланы, должны безоговорочно войти в состав проекта этой Черкесии, которую у нас вообще никто не поддерживает. У нас нет людей, которые поддерживают проект вхождения в Черкесию. Если таковые есть, я бы хотел их имена знать. Но я их не знаю, потому что их нету. Далее. Все эти отсылки якобы к тому, что в картах включены территории Черкесска, это ложь, наглая притом ложь, потому как на карте территория Черкесска вынесена за пределы аланского государства. На карте аланского государства изображены только те территории, на которых фактически сегодня проживает аланский народ. Далее я хочу подчеркнуть, что мы, аланы Карачая и Балкарии, называем себя именем Алан, и каждый, кто использует в наш адрес слово «карачаевцы» и «балкарцы», этим самым поддерживает имперскую политику «разделяй и властвуй» в отношении нашего народа. Далее, ультимативная форма указания, что якобы мы будем жить в каменном мешке, для нас вообще не актуально, потому как осуществить это в первую очередь у вас, у представителей Черкесии, нет никаких ресурсов. Мы, аланский народ, живем сегодня на тех землях, на которых наши предки жили веками. И я не думаю, что хоть один аланский поселок с места сдвинется. Если это произойдет, то только каким бы то ни было силовым путем с вашей стороны, скорее всего. Но я не думаю, что это для вас тоже возможно, потому как международное сообщество вам попросту не даст такой возможности. Далее, насчет пастбищ. Кабардинская именно часть пастбищ, она тоже не включена в состав аланского государства, и это отчетливо видно на карте. Далее, насчет экономики и национального состава, и населения. Национальный состав у нас довольно-таки пестрый, и кроме адыгов на наших землях проживают представители еще около 50 как минимум этносов. И никому никак ничего никто не угрожал за все это время. Живем дружно, и никого на нашей земле мы, как сказать, не пытались не пущать или как-то ограничивать. Далее, насчет экономики. Экономика аланского государства во все времена была самодостаточной, и даже в худшие времена мы умудрялись ни у кого ничего не просить. Тем более, учитывая современные технологии, нам не придется этого делать. И мы за считанные дни создадим всю необходимую инфраструктуру, которая защитит наш народ, всех жителей аланского государства от каких бы то ни было потрясений.
мы это быстро сможем организовать. У нас есть в этом хороший опыт и множество прецедентов. Какие еще тезисы я не разбил, но я это сделаю позже. Вот. Какие-то отсылки к исламофашизму, которые использует мой оппонент, тоже не актуальны для нас, потому как если посмотреть на статистику, то количество исламистов на 1000 человек гораздо выше в той же Кабарде. Поэтому для нас исламская угроза гораздо ниже, и эти данные открытые, вполне можно с ними ознакомиться. Вот. Для нас, для нашего народа необходимо свое государство, потому что таковы его требования, таково его право. И наш народ просто не позволит никому предоставлять нам какие-то иные требования, да, какие-то ультиматумы нам выставлять. Это невозможно ни для вас, ни для тех, кто с вами. Но у меня будут еще другие вопросы по ходу стрима. Пока что я Так, закончу на этом. хорошо. Беслан, тебе слово. А вот теперь я требую извинений публично, потому что Таулан сказал, что я нагло соврал. Это в каком месте я нагло соврал? Я сказал, что я не знаю, включил он или не включил Черкесск в эти земли. Вот пускай Таулан сейчас извинится за то, что сказал, будто я нагло вру. Я жду. Талан, даю вам слово. У меня тут есть некоторые проблемы со звуком, и некоторые слова бывают могут пролететь мимо моего внимания. Если я что-то пропустил, могу принести извинения в конце стрима. Нет, я требую сейчас, чтобы ты извинился. Я еще раз повторю. Я нигде не говорил, что Вы можете что потребовать это в письменной форме через суд, но это даже не является оскорблением. есть. То есть слова, что наглый лжец, наглая ложь, это значит не оскорбление, да? Даулан, я тебя слушаю. Являются ли слова, что человек наглый лжец, это оскорбление или нет? Нет, это не оскорбление. Ты наглый лжец тогда! И это не оскорбление для тебя, а для меня оскорбление. И уж извини, я не буду это требовать в письменной форме. Если бы я сказал то, Физически я как тебе... вы сказали, то Помолчи! это бы было бы Помолчи! оскорблением. Но я сказал, Помолчи, ты что вы наглый лжец. произнесли Для ложь. тебя это не оскорбление. Еще раз я тебе сказал. Помолчи! Для тебя слова наглый лжец – это не оскорбление. Носи Есть тогда для это этого имя. суд. Вы превращаете дебаты в Так, какой-то а фарс. теперь послушай меня. А теперь послушай меня. Есть еще такое слово – кляузник. Человек, который постоянно совершает вот такие вот деяния, и потом говорит, а идите в суд. То есть чисто по-мужски извиниться ты не можешь. Ты мужчина или нет? Для тебя Я только пока суд что может быть. я пока что временно у Тавлана выключил звук по причине того, что давайте, чтобы ты, Беслан, до конца своего времени говорил, и тогда я дам возможность полноценно говорить Тавлану. Вот. Продолжай, Беслан. Второй момент. То, что якобы я этот, как его, нагло, якобы я не давал никому этот, как его, возможности отделяться. То я чем закончил?
Я чем закончил-то свои предыдущие вступления? Да, конечно, мне бы не хотелось, чтобы Карачаевск отделялся. И в отличие от Таулана, есть другие очень достойные карачаевцы, с которыми я с удовольствием дружу. Нет, вы знаете, на самом деле, почему я против отделения карачаевцев? Потому что у меня там друзей очень много и родственников очень много. Поэтому я не хочу отделения. Хм. Но если они предпочтут якшаться с Тауланом, извиняюсь, ну, любовь, насильная любовь называется изнасилованием. Я к таким вещам не привык, их никогда не применяю. Я предостерегал, я говорил о том, что бывает в обществах с малым населением. Это первое. Потом второе. Извиняюсь, после того, как Таулан обвинил меня во лжи, отказался извиняться, э, стоит ли мне вообще с ним разговаривать? Вот стоит ли нам зафиксироваться на том, что для него слова «наглый лжец» не являются оскорблением? Он согласился, что для него это не оскорбление. Для меня это оскорбление. Я с наглым лжецом разговаривать не хочу. Поэтому давайте так. Давайте выключим того Таулана, потому что он согласен с тем, что он наглый лжец. Я предлагаю на этом и закончить наши сегодняшние дебаты. Потому что я для себя не имею возможности, извиняюсь, да, правильно, я являюсь частью политики, и мне предъявят потом то, что человек признал себя наглым лжецом, и после этого я с ним разговариваю. Поэтому я сейчас не хочу выходить. Очень прошу просто отключить меня и прекратить эти дебаты. Ну, как говорится, я не против отключить, не против прекратить дебаты, если одна из сторон как бы того желает. Я только сейчас даю последний раз тогда сказать Тавлану, и после этого мы прекращаем дебаты. Вот. Тавлан, прошу тебе слово. Ну, эти утверждения о том, что якобы я кого-то мог оскорбить словом, что человек произнес наглую ложь, это просто игра, на самом деле это уже лицедейство настоящее. Это жалкая попытка уйти от неизбежной реальности. Реальность такова, что аланский народ, он примет ту сторону, как это было всегда, которая выгодна аланскому народу. Аланскому народу выгодно иметь свое государство, независимое от кого-либо, и в тех границах, в которых дозволено ему иметь это государство в соответствии с международным правом. Далее, что касается населения, аргумента его о населении, этот аргумент крайне ничтожен, потому как численность Алан на самом деле уже около 500 тысяч на своей земле, а в целом в мире около 1 миллиона. И это еще не считая того, что мы можем всегда пригласить иностранных специалистов. А почему бы и не да? Это наше право. Вот. Мой оппонент покинул этот эфир, тем самым буквально расписавшись, как минимум, в собственной неграмотности, во-вторых, в неспособности противостоять фактам, и в-третьих, в том, что победа в таких дебатах останется за тем, у кого более твердые аргументы. И в данный момент более твердые аргументы у меня. У меня все. Я тогда предлагаю
перейти к вопросам. Пока что только к тебе, Тавлан, чтобы... Не знаю, или Беслан вернется. Значит, вопрос номер один к тебе, Тавлан. Планируется ли извинения со стороны карачаевцев за террор и этнические чистки 21-22 годов? А, Карачаевцы — это кто? Я не знаю, кто такие карачаевцы. Если речь идет о аланах Карачая, то аланы Карачая никаких этнических чистках не участвовали. И этот вопрос явно провокационный. Хорошо, переходим к следующему. Если карачаевцы и балкарцы один народ, то почему при создании Кабардино-Балкарии балкарцы не помышляют ни о какой Карачаево-Балкарии или аланстве, а выбрали Кабарду как своего надежного партнера? Почему сейчас тогда идет политика сращивания карачаевцев и балкарцев без спроса самого народа? Тут сам вопрос так поставлен, что в самом начале идет утверждение, а уже потом дополнение к нему, да. Давайте я внесу ясность по этой тематике. Наш народ, вопреки всем усилиям всех любых оккупантов и их пособников в лице кабардинской феодальной элиты, всеми силами и по сей день ведет и вел ранее свою борьбу за политическое, культурное единство, за неделимость нашей Родины и нашего народа. И у нас нету никаких проблем, чтобы вот самый восточный житель аланских земель понимал самого западного жителя аланских земель. Мы говорим на одном и том же языке, на своем родном, на аланском. И нет у нас никаких таких особо культурных различий, которые бы говорили о том, что можно взять и поделить наш единый народ на части. Но оккупанты и те, кто с ними работает, они в этом очень усердствуют, уже лет 200 как минимум. Хорошо, перейдем тогда к следующему вопросу. Почему карачаевцы против Черкесии, если они всю свою историю были ее частью, и даже после присоединения Карачая ее народ признал своим приставом кабардинца Атажукина. Извиняюсь, у меня дислексия, мне читать сложно. По историческим основаниям. Ну, начнем с того, что аланы Карачая, а не карачаевцы. Начнем с этого, да, вот это главный момент. То есть мы не позволим использовать в отношении аланского народа те катайконимы, которые попытались внедрить оккупанты и их обслуга на наших землях. Так вот, сам факт того, что завоевание осуществлялось, и говорит о том, что наш народ воевал. А то, как наш народ воевал и до какого срока, это виднее нам. А я вам, как представитель моего народа, могу сказать так. Если для кого-то, для наших оппонентов, например, Кавказская война якобы закончилась в 1864 году, то для нас она вообще не заканчивалась. Она не заканчивалась для нас. До тех пор, пока наша Родина оккупирована, для нас война не окончена. Вот. И то, что к нам пытались назначать различных приставов, пытались выставлять посты и кордоны, наш народ называли всеми самыми страшными словами. Нас подвергли дважды геноциду за только один 20 век. Вот. Я думаю, это
довольно-таки красноречиво свидетельствует о том, кто действительно вел борьбу за свою свободу, а кто помогал нас захватывать. То есть сам факт того, что к нам пытались назначать, я еще раз говорю, подчеркиваю, пытались назначать приставами к нам представителей кабардинской элиты, это уже очень важный аргумент в пользу того, что я говорил на предыдущем эфире. Я повторюсь еще раз. Для нас, для всех аланов, Кабарда — это в первую очередь проводник имперской политики, а Черкесия для нас — это проект Кремля. И кроме того, в доказательство этого я рекомендую изучить биографию главных деятелей, идейных двигателей проекта Черкесия, того же, например, Авраама Шмулевича, и узнаете вы очень быстро, что этот деятель ранее был политсоветником в Дугинском движении евразийства. То есть против нас до сегодняшнего дня используются все возможные вообще ресурсы, все возможные способы давления, стирания идентичности, подмены топонимов, подмены этнонима даже, разделение на политические разные субъекты. Для нас, например, вот в отличие от моего оппонента, я скажу так, то, что он называет КБР и КЧР без зазрения совести, причем абсолютно легко он эти слова произносит, для нас эти так называемые субъекты — это то же самое, что для Украины ДНР и ЛНР. Это незаконные формирования на земле аланского народа, на земле единого аланского народа. Вот. Для нас это неприемлемо. Мы до сих пор аланы вот, никаким образом не считаем никем для нас, то есть в нашей системе, все ставленники оккупантов, которые в этом так называемом КЧР или КБР находятся в правительстве там, или в силовых органах, они являются непосредственно ставленниками оккупантов. Ничего более. То есть наш народ как не признавал их, так и не признает. То есть для нас ничего не закончено. Мы четко даем себе отчет в том, что мы находимся в оккупации и что все будет все возможные рычаги давления будут использоваться против нас. Ну, и я укажу здесь еще на один факт. Очень интересный факт. Чтобы просто вот, если у кого-то есть сомнения, да, насчет того, почему такой вот дисбаланс получается на нашей родине. Например, если адыги приезжают из Турции, репатриации, там программа есть такая, по программе репатриации они получают возможность оставаться. Если аланы приезжают, то они не могут это получить. В чем проблема? Решение принимает федеральный центр. Им это одобряется, а нам запрещается. Вот. То есть, ну, это только лишь малая часть из всего того, что происходит. Я думаю, я достаточно ответил на этот вопрос, да? Я думаю, да. Давай еще один вопрос. И тут, я так понимаю, этот же вопрошающий пишет новые. Так что 4-й вопрос. Каким образом вы хотите оспаривать аланство с осетинами и ингушами? Не считаете ли, что это приведет к конфликту? Уже можно отвечать? Да. Во-первых, мы ни с кем вообще ничего оспаривать не намерены. Смотрите, все очень просто. Как называют себя осетины? Ирон или Дигарон? Как называют себя ингуши?
Они себя называют Галла. Как себя называют жители Карачая и Балкарии? Алан. Все. Ну, как бы, о чем тут спорить? Это все равно, что делить шкуру непойманного медведя. Нашу историю хотели у нас полностью отнять и наше имя отнять. Нас пытались уничтожить в Центральной Азии в геноциде, а нашу историю просто отписали соседям. И это было абсолютно наглым образом сделано за те 14 лет, пока нас не было. Вот. Я думаю, здесь никаких вопросов вообще возникать не должно. Я думаю, что каждый человек, имеющий рациональное мышление, он просто взвесит аргументы и сам сделает выводы, да, как так получилось, что до нашего выселения нигде никто не кричал, что вот осетины — это аланы, и даже такая тема не поднималась. А вот после того, как нас выселили, после того, как мы вернулись, этот вопрос начал подниматься. И я объясню. Даже если на территории Северного Мингитау, называемого оккупантами Кавказом, даже если там будет 3, 4, 5, 10 народов, которые будут называть себя аланами, нам это никак не мешает жить. И никаких конфликтов это за собой не тянет в принципе. То есть, если хотят, пускай называют себя аланами, пожалуйста. Будет Алания номер 1, номер 2, номер 3, там, или Алания западная, Алания центральная, Алания восточная. На здоровье. Можем всему миру даже это имя подарить. Пусть все в мире называют себя аланами. Но мы просто будем знать, кто мы есть. И мы хотим просто свое свободное государство. Все. Так, значит, сейчас тут все же ответил. Продолжение. Спикер плохо знает свою «аланскую» в кавычках историю. Что произошло в 21-22 годах? Он снова, как и в случае с Бесланом, разбрасывается словами. Это не провокация. Каким образом образовалась Карачаевская автономия и что произошло на Зольских пастбищах? О чем Алиев писал как о Кабардино-Карачаевской войне? И, видимо, Алан просто выдумывает за меня, учитывая, что я написал, не назначили приставом Атажукина, а сами карачаевцы выбрали. Ну, ключевой вопрос остается. Если аланы один народ, то почему не было создано Карачаево-Балкарии с самими карачаевцами и балкарцами? Ответ мне известен, но интересно услышать мнение спикера. Балкария захотела тесной связи с Кабардой по причине тесных экономических связей. А Карачаев сначала то вступил в Горскую республику, то выходил, чтобы просто пользоваться кабардинскими землями. Еще раз, автор знаком с работой Алиева и то, как он аргументировал в Москве присоединение Зольских пастбищ к Карачаю. Автор вообще знаком с историей создания КЧР и КБР? А если да, то пусть расскажет, пожалуйста. Хотя бы тезисно процесс создания «аланских» в кавычках автономии. Что касается отсылки к Алиеву. Алиев для нас, для всех алан, является в первую очередь коммунистом. А у коммунистов национальность была известная, да? Они все были по национальности тоже коммунистами. Вот. Поэтому то, что там писал коммунист, и какие там у него были дела и деяния, проекты, к аланскому народу это ровным счетом никакого отношения не имеет. Это был такой же назначенец, такой же самозванец, как и множество самозванцев до него. Для нас вообще никакой погоды это не делает. Дальше, что касается Балкарии и Алан Балкарии. Каждый раз, когда была возможность делать выбор, вот, например, последний референдум, когда был в 90-х,
все до единого практически аланы Балкарии, там, ну, 90, очень много там, процентов, да, очень много процентов, там, 95, если не ошибаюсь, или 98%, в общем, высказались за отделение от Кабарды. Это о чем-то должно, наверное, говорить, я так понимаю, да? Это же референдум все-таки, а не какое-то шоу. И в то время референдумы проходили у нас довольно-таки бурно. Участвовал весь народ. Вот. Если Балкария отделяется от Кабарды, что это означает? Это буквально означает, что даже экономические интересы не, не смогли перевесить всего того негатива, который, э, который был применен, да, к аланам Балкарии. Я скажу так, это было время долгого беспредела. Вот с тех пор, как наш народ вернулся на свои земли, наш народ оказался в такой ситуации, которую мы называем волчья яма. И по сути, если говорить более научным языком, это называется апартеид. Тогда, когда из нашего народа выбирают худших из худших, назначают их на какие-то незначительные жалкие должности там для вида, и все они буквально являются марионетками оккупантов, достойных людей либо убивают, либо похищают, либо пытают, либо еще что-то, какие-то другие ограничения к ним применяют. Вот. И все это происходит с нами уже, ну, почти 100 лет все это творится на самом деле, весь этот беспредел. Вот. Для нас оставаться в рамках этой империи, для аланского народа, это просто смерти подобно. То есть мы должны, наш народ должен получить свободу, чтобы жить как люди. Даже то, что было построено нашими отцами и дедами в невыносимых условиях, да, этого советской тюрьмы народов в 90-х и нулевых, было полностью уничтожено. А до этого, когда наш народ был в высылке, 14 лет, все наши соседи за обе щеки очень вкусно кушали все то, что осталось от нас на нашей земле. А не хотят они нам что-нибудь хотя бы назад принести из того, что там у нас оставалось? Мне интересно просто. Ну, я понимаю, что этот сосед задает вопрос, да? Ну, как бы, ты, товарищ, наверное, вкусно кушал, твоя бабушка, наверное, вкусно кушала, да? А ты не думал, на чьи деньги отстроились двух-трехэтажные здания в Кабарде, так называемой, да? И почему на землях Балкарии до сих пор такая ситуация, как будто бы не в Украине война была, а у нас, как будто после бомбежки. То есть, если вы приезжаете на территорию аланского народа, которая сегодня обозначается оккупантами как КБР, вы увидите очень большой контраст между теми землями, где живут аланы, и теми землями, где живут адыги. Почему? Объясняю. Потому что там, где живут аланы, запрещается все. Любые проблемы, любые процессы, как бы, да, все решается не в пользу аланов. Это называется апартеид, я еще раз повторяю. Спускаетесь, например, вниз на территорию, где живут адыги, там все вполне цивильно. Двух-трехэтажные коттеджи и так далее и тому подобное. А в чем проблема? А почему такой дисбаланс? При том, что наши аланы гораздо более работоспособны, они трудолюбивее, и веками наш народ, да, он
умудрялся строить на самых сложных территориях целые шедевры архитектуры. Шедевры архитектуры. У нас, например, в Карачае было построено единственное на этой территории, единственный водоканал. И притом огромного масштаба стройка была. Скажите, пожалуйста, а в чем причина? Почему такой застой? А не потому ли, что наши денежки кушает сосед? Я думаю, что именно поэтому. Так, прошу комментатора дописывать сообщение, потому что я вижу, что он хотел еще что-то написать, и будем, я думаю, сворачиваться после этого. А то все же у нас дебаты планировались. Ну, вот. В любом случае, давайте так, последние слова от тебя уже, возможно, скажу. В очередной раз у нас как бы происходит такая ситуация, то что дискуссия Восточной Европы, так званая. Последние слова, если меня хорошо слышно вообще, как вы Да, считаете? хорошо слышно. Ответ комментатора пришел наконец-то. Давай последний этот, и будем закругляться. Э, Благодаря Алиеву появилась карачаевская автономия в принципе. Спикер в курсе, что в Москве его как раз клеймили буржуазным националистом и плохим коммунистом. Я правильно понимаю, что Алиев коммунист, и вы его презираете, то легитимность карачаевской автономии подвергаете сомнению? Что касается референдумов в 90-х, то я их не затрагивал. Я говорю про более ранние времена, не время складывания постсоветской национальной истории. Почему не во время Терской области, не во время начала советской власти от карачаевцев не поступало никаких просьб по объединению с Нальчикским округом? Но более того, пастбищные земли вплоть до Кичмалки не отдавались в пользу Кабарды по причине боязни их усиления. Спикер не прав насчет последствий депортации. Когда балкарцы вернулись, им были возвращены земли и начались массовые мероприятия по их материальному благоустройству. Новая Балкария, где построена. Спикер в курсе о политике 44-57 годов в Кабардинской АССР. В курсе, как жили кабардинцы в советское время, которые даже не видели фруктов хороших. Ресентимент автора поражает, но на вопросы мои не ответил. Историк КЧР и КБР, расскажите, и что произошло в 2021-2022 году. Короче говоря, что произошло на израильских пастбищах? Я попробую вспомнить, там много чего в то время происходило на самом деле. Там же все это революционное время еще было, и постреволюционное, оно у нас продолжалось таким же образом. Так вот, какие-то кабардинские милиционеры, ну, по сути, такие же оккупанты для нас они все. Вот, они вторглись на территории аланского народа, сожгли там, ограбили, угнали скот. И в ответ из числа аланского народа был отправлен отряд для того, чтобы этот скот вернуть. И все это произошло успешно и без лишних даже жертв, потому как те, которые это делали, они просто спрятались и не высовывались. Вот. По сути, это не единственное такое событие. То есть любое нападение на аланский народ всегда для оккупантов заканчивалось какими-то убытками, причем очень серьезными. Такие события для нас не редкость. Множество раз кабардинское руководство еще даже в царское время пыталось установить свой контроль на той территории, которая была отписана царским руководством еще в 1793 году в пользу Кабарды. То есть огромная часть аланских земель просто огульным образом была передана на документах
как бы в собственность Кабарды. А наш народ с этим не соглашался вообще-то. И каждая попытка вторжения всегда получала достойный ответ. Эм, Никаких геноцидов, никаких этноцидов, никаких этнических чисток абсолютно ни разу не было. Это полная ложь. Вот, это просто ложь. И комментатор этот, тот, кто задает вопросы, ну, это явно тот, кто пытается меня спровоцировать на какие-то эмоциональные ответы. Но не выйдет так, нет. Хорошо. В общем-то, Тавлан, прошу тебя последнее тогда слово. Будем заканчивать наш стрим. Всех, кто там просил голос, всех, кто там желает, смотрите, какие у нас правила. У нас была договоренность, то, что будет Беслан и Тавлан. Беслан покинул стрим, соответственно, сейчас говорит исключительно, отвечает на вопросы Тавлан. Если вы желаете, скажем так, подебатировать, да, поспорить или же просто прийти, поучаствовать, прошу, у нас есть контакты связи, вот, можете, в принципе, и в комментариях отписать, вот, и мы с вами договоримся насчет дебатов или стрима. Вот. А пока что я, к сожалению, не могу вам дать право голоса. Надеюсь, все вы отнесетесь с пониманием. Тавлан, прошу, давай 2 минутки и закругляемся. Тавлан, прием. Ну что хочу сказать в конце. Я научился использовать искусственный интеллект очень даже неплохо. И буквально сегодня я взял просто и попросил его выдать список из прошений, обращений и челобитных, написанных руководством Кабарды в Московию, да. И он мне выдал сразу 30 позиций. То есть вы никогда не найдете столько обращений от аланов, никогда не встретите такого. Это просто огромное количество на самом деле. И жалобы там раз через раз идут либо на нас, либо на Нугаев, либо на Кумыков. Вот, как бы. Я думаю, что проект этот имеет направленность в первую очередь не на освобождение, то есть проект моего оппонента, не на освобождение адыгов от колониального рабства, а в первую очередь для того, чтобы не допустить нашей независимости. Этот проект создан, потому что ну, те, кто за им руководят, этим проектом, которым состоял или состоит мой оппонент, который покинул это место, эту площадку, дебаты покинул, вот он состоит в организации, где в качестве одного из участников является политсоветник Дугинского евразийского движения, которое является империалистическим и оправдывает войну в Украине. Я считаю, что наше аланское государство является как бы контрпримером в этой ситуации. Наше аланское государство является образцом реальной борьбы за свободу, и мы будем добиваться настоящей свободы, полноценной и восстановления нашей государственности во всех наших границах, так как наш народ заслуживает, я считаю, да, как он заслуживает исторической справедливости. Думаю, пока что это все. Тогда всем спасибо. Всем всего хорошего.